Сегодня мы разберем 400-ю главу моей геройской академии. Увидим последствия сильнейшего выстрела лазерной пушки и то, во что превратился все за одного после попадания под эту атаку. Бой сейчас достигает своего пика, вот только его исход оказывается совершенно невероятен. Так что let's go разбирать эту эпическую главу. Ну и также напоминаю, что прочитать свою любимую мангу, манхва, вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 400-я глава манги моей геройской академии. Переводил я ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Прочесть вы ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. А если у тебя есть возможность поддержать выход глав, тогда буду премного благодарен, и в знак признательности твое имя будет закреплено за главой, обновляясь каждую неделю. Как, например, мы это сделали с дебютным тайтлом Табаты под названием Гаран. Кстати, если кто еще не смотрел, тогда очень советую, тайтл действительно стоящий. Глава начинается с продолжения событий на поле боя Куньюэды против множества, теперь уже павших героев. А победив злодея, между Аоямой и девчонкой-невидимкой произошла неловкая ситуация. Ведь после преломления лучей Юги с ее причудой произошла некая аномалия, из-за чего ее тело стало полностью видимым. И как только Хагакура заметила это, она естественно начала смущаться, прося одноклассника не смотреть на ее оголенное тело. Дабы скрыть свою наготу, ей пришлось подальше убежать от Юги, попутно раздумывая, из-за чего вообще ее невидимость вдруг исчезла. Ибо раньше, используя свою причуду, такого совсем не было. Хотя после она все же вспомнила один момент, когда, находясь на грани жизни и смерти, лицо Хагакуры вдруг стало видимым. А значит, под воздействием сильных эмоций, ее причуда невидимости может сбоить, делая своего владельца полностью видимым, как мы можем это наблюдать в данной главе. Но что странно, хоть она и стала видимой на некоторое время, но ее способность переломлять свет никуда не исчезла. Ведь после извинений Аоямы за то, что случайно посмотрел в сторону невидимки, он тут же попросил Тору помочь ему с преломлением света, дабы сжечь все корни растений противника с тел пострадавших и, возможно, даже спасти героев, которым удалось выжить. Ибо хоть они и смогли победить Куньюэду, его растения никуда не исчезли, но по крайней мере прекратили свой рост, а значит кого-то из этой мясорубки все же удастся вытащить живым. Заражен вражескими растениями был и Аояма, но даже когда у них появилась возможность избавиться от них, Юга, опираясь на свои ощущения, говорит, что он умирает, подливая при этом масло в огонь, сказав, что возможно это его последний день в качестве ученика Юэй. Скорее всего, он гиперболизирует обстановку, ведь возможность спасти у них все-таки есть, но вот слова про Юэй меня немного настораживают, ибо принять их как вариант его ухода из Юэй очень сложно, поскольку ему просто незачем уходить оттуда, ибо все ученики класса А простили его, и сейчас он просто может по-настоящему быть с ними бок о бок. Возможно, Аояма действительно себя плохо чувствует, но пока его исход остается неизвестным. Мне кажется, что Юга все же выживет, и это плохое самочувствие появилось из-за тяжелого боя и долгого использования пупочного лазера. Далее нас сразу же переносят в гущу событий прямиком в момент выстрела по ВЗО из лазерной пушки. Мощь ее была настолько огромна, что энергия снаряжения Геркулеса стремительно заканчивалась. Но сам всемогущий запретил останавливать процесс, желая нанести противнику весь максимально возможный урон для того, чтобы тот не успел никуда сбежать. Самому же бывшему герою номер 1 пришлось всячески изворачиваться, используя тентакли и двигатели, чтобы избежать попадания под эту смертоносную атаку. Плюс еще его броня была покрыта специальной оптической смолой невидимка, которая позволила немного снизить исходящий жар от лазера. Однако, хоть всемогущему и удалось в тот момент защититься от удара ВЗО, используя хвост, но противник все же успел нанести фатальный урон, полностью раздробив все кости нижней половины тела всемогущего. То есть Тошинори, несмотря на то, что ему все же удалось уйти из-под лазера, он все равно получил охренеть какой урон. А значит, в данный момент, если бы не бронированный костюм, поддерживающий его тело, тогда он никак бы не смог
смог продолжать этот бой. И сейчас, несмотря на ужаснейшую боль, находясь под воздействием адреналина и сильной гордостью за то, что ему удалось заманить противника в такую ловушку, радость всемогущего с лихвой перекрывала всю боль, говоря, что даже потеря ног была очень низкой платой за то, что ему удалось поразить врага мощнейшей атакой, сказав, что ВЗО был полнейшим придурком из-за того, что он не прикончил своего оппонента ударом в голову, пытаясь своими озабоченными желаниями увидеть мучительное выражение лица Яги. Сейчас я нахожусь в полнейшем шоке, ведь всемогущий демонстрирует просто лютейший отвал башки. Он без причуды в бронированном костюме, который ломается от каждой атаки все за одного, с переломенными ногами, все еще продолжает сражаться, а его вид даже начинает пугать, ведь он сейчас выглядел прям как Деку, когда тот ушел из UA. Но как и говорил ранее бывший герой номер 1, даже в такой ситуации было еще рано расслабляться, поскольку противнику нужно было нанести весь возможный максимальный урон. Тошинори намеревался подражать последней битве звезды против Шигараки, вот только хоть у него и не выйдет создать для противника непрерывное давление, чтобы усилить имеющуюся атаку, однако всемогущий может по крайней мере обездвижить противника звуковыми волнами приемом героя разъема для наушника, вдавливая волнами врага, пока тот получал безостановочно испепеляющий поток лазера. Но даже так ВЗО не покидал попыток улизнуть из-под этой атаки, выпуская черные путы, проносящиеся прямо по башке всемогущего, который в этот момент не терял времени и тут же, преобразуя свою броню приемом креативность, запуская противника шары, которые в точности как волосы Минору прилепили все за одного к земле, не давая ему возможности взвестись на ноги. Так как этот бой благодаря всемогущему транслировался на весь мир, многие люди могут лицезреть судьбу мира в прямом эфире. Одними из таких была семейка из-за границы, бабушка и мальчик, который пристально смотрел за происходящим на экране и задавался вопросом, что это за человек был в черном, что произойдет, если он победит, и что произойдет, если он проиграет. На что бабка ответила ему, что независимо от того, кто победит, к ним это не имеет никакого отношения. И тут у меня от этого прям знатно бомбануло, ведь какого хрена им должно быть на это пофиг, ибо если ВЗО победит и доберется к Шигараке, тогда настанет звездец не только Японии, но и всему миру, а значит и ее внучок может пострадать, чего она явно не хочет. Да, она изначально сказала, что не особо смыслит в героях, но вот по-моему Тошинори явно дал понять за что, за кого и против кого он сражался. Даже мелкий понял весь этот посыл и всем сердцем надеется на победу всемогущего, даже не зная, какой он был на самом деле, видя лишь только то, что происходит во время боя. Далее мы вновь переносимся в Японию, где в этот момент подошла к своему пределу возможности лазерная пушка всемогущего, которая от перегрева разорвалась на части, после чего из пепелища, куда она стреляла, начал выползать человекоподобный силуэт, и это был ВЗО, который сейчас выглядел как ребенок, да и к тому же весь светился, как подметил всемогущий. Это маловероятно, что все за одного был тем самым первым ребенком с причудой излучающий свет, возможно он просто украл ее у него. Но как же это символично, показывать светящегося маленького ВЗО в точности как первого малыша с причудой. Сам же противник хоть и получил огромный урон, из-за чего его время откатилось в значительной степени, но он был все еще живее всех живых, издеваясь над Тошинори, говоря, что его игрушки ломаются, как только их ресурс заканчивается. После чего он собирался атаковать своего оппонента, отрастив из своей спины некое образование, но вдруг он замер, будучи неспособным даже пошевелиться. А все потому, что за этой битвой наблюдал убийца героев Стейн, подобравший один из осколков с кровью ВЗО, слезав которую он парализирует противника, говоря, что его кровь была абсолютно такая же, как и у всех людей. Таким образом, обезвредив врага, он дал возможность раненому всемогущему добить ВЗО. И это, ребятки, просто нечто. Я ожидал, что все за одного переживет испепеляющую атаку лазерной пушки и откатятся к очень малому возрасту, а с тем фактом, что с каждой главой Тошинори ранили все больше и больше, я в действительности отдавал преимущество злодею, нежели герою. А тут в бой внезапно вмешался Стейн, которому не нравился нынешний всемогущий. И, видимо, раз уж он пришел, значит убийца героя все еще верил в него и даже каким-то образом смог раздобыть в этом бою кровь изначального антагониста. А зная, какая эпическая схватка тут была, сам факт того, что ему удалось это провернуть, уже шокирует. Если же все за одного ничего
ничего не выкинет за время парализации, тогда у Тошинори есть все шансы на то, чтобы прикончить противника раз и навсегда. А значит, в следующей главе мы наконец-то лицезрим исход боя всемогущего против ВЗО. Делайте ваши ставки, кто победит, все за одного или всемогущий. В сообществе я создам соответствующий опрос, и в следующем видосе мы увидим, как наши ожидания столкнутся с реальностью. Ну а также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. Take the charge. Look at my passion ball. You can take the charge. I'm letting you what the fuck. Look at my passion.